Здравствуйте, уважаемые подписчики! Меня зовут Денисова Татьяна Владимировна, я врач-дерматовенеролог, косметолог и веду свой прием в клинике Отражение. Сегодня мы поговорим о интересной очень области, которой женщины и мужчины уделяют очень много внимания. Назовем ее просто обычным языком – попа. Что такое попа и как сделать ее красивой? Мы привыкли мыслить об этой области как о мышечной структуре, привести в порядок которую можно при помощи спортзала, накачав большую ягодичную мышцу, малую ягодичную, среднюю и получив по форме орех. И именно этим орехом гордятся и женщины, и мужчины. Но что будет, если мы снимем спортивную форму или снимем джинсы, в общем, снимем любую одежду? Перед нами предстанет кожа, и она будет не всегда абсолютно красивой и идеальной. Так вот, давайте поговорим о том, как сделать эту область красивой, приятной и сексуальной, независимо от мышечных структур. Давайте представим, что вы осматриваете себя в зеркале и видите, что на вашей коже этой области присутствует новообразование. Что нужно делать? Первое, что нужно обратиться к врачу-дерматовенерологу или косметологу или к врачу-онкологу, который поставит вам диагноз. Возможно, это именно новообразование кожи в виде родинок или других доброкачественных новообразований кожи. Чтобы поставить диагноз, врач проведет визуальный осмотр, дерматоскопический осмотр, по необходимости удалит новообразование с последующим гистологическим исследованием, если это будет необходимо. Кроме того, можно составить карту новообразований или, как еще говорят, карту родинок всего вашего тела. Эта карточка будет прикреплена к файлу, к вашей карте в клинике, и каждые полгода вы сможете приходить, врач будет вас осматривать и проводить сравнение с тем, что было, и с тем, что стало. И при какой-либо динамике уже будет принимать решение, необходимо ли удалять данные новообразования, что представляет из себя данное новообразование, или посоветует вам также продолжать далее жить вместе с ним в мире и просто периодически наблюдаться у врача. Так как эта область находится сзади, мы не всегда уделяем ей должное внимание. Мы можем себя пальпировать, ощущая под руками упругие мышцы, да, упругие ягодицы. Но именно что находится на коже, мы не всегда понимаем. Повернувшись к зеркалу, мы можем увидеть, родинка это новообразование или же какой-нибудь высыпной элемент. Особенно если он вас беспокоит зудом, если он покраснел, если напоминает по форме пузырьки, либо бугорочки, тоже необходимо обратиться к врачу, так как, скорее всего, у вас какое-то кожное заболевание или кожный дерматоз. Чаще всего встречается в этой области, например, герпетические высыпания, которые беспокоят пациента, но очень часто они не понимают, что это работа вируса герпеса. Это могут быть какие-то хронические кожные заболевания, бляшки, какие-то элементы, да, которые вы ранее встречали на своем теле, но в какой-то момент эти образования также появились, высыпания у вас на коже ягодичной области. Обязательно обратитесь к врачу для постановки диагноза и для того, чтобы вам назначили правильное, грамотное и верное лечение. Самая частая история про кожу ягодичной области – это то, что пациент здоров, видимо здоров, физически здоров, духовно здоров, но понимает, что кожа этой области обсыпана мелкими, назовем это прыщиками. Да? В медицинском языке это гнойнички или пустулы, то есть образование с гнойными головками. Это очень частая история, и пациенты называют это потничкой. Так вот, на самом деле можно избавиться и от этого. И опять же, рекомендую вам обратиться на прием к врачу-дерматовенерологу, который вам поможет очистить кожу от данных высыпаний, и вы уже будете чувствовать себя уверенно. Часто на приеме мы сталкиваемся с тем, что после
процессах похудения, или после того, как пациент, наоборот, резко поправился. Или, например, пациент был стройный, но мышцы были не выражены. И в результате интенсивной физической нагрузки, правильного питания, здорового образа жизни, вот эти вот ягодицы стали желаемой формы. Но на коже появились растяжки. Что с этим делать? Можно ли от них избавиться? К сожалению, на 100% растяжки удалить нельзя, так как это является уже рубцовые изменения ткани. Но можно сделать эти растяжки менее заметными. Например, для этого подходят процедуры лазерной шлифовки, которые изменят структуру растяжки и сократят ее. Или, например, процедуры фототерапии, которые помогут вашим растяжкам поменять цвет. Например, от интенсивного красного к более светлому. Конечно же, это процедуры не одного раза, и врач вам назначит курс процедур. И, скорее всего, к курсу аппаратных процедур подключатся еще процедуры инъекционного характера. Но что мы не сделаем ради того, чтобы наша кожа была красивой? А теперь мы подойдем к самому интимному и к самому такому вопросу, который поднимать не очень удобно. Это волосы в межягодичной области. Да, я не спорю, что волосы также часто присутствуют и на самих ягодицах, но это более редкий вариант. А у всех людей в межягодичной области растут волосы. И это не секрет, вы все об этом знаете. И эти волосы не тонкие, не мягкие, не шелковистые, и они практически всем приносят дискомфорт. Нам всем хочется иметь кожу чистую от волос. И люди прибегают к использованию восковой депиляции, шугаринга, кто-то делает электроэпиляцию. Я же рекомендую, как и ранее, как и для всех остальных областей вашего тела, избавляться от волос в этой интимной области при помощи лазерной эпиляции. В нашей клинике представлены два аппарата по лазерной эпиляции. Оба они являются александритовыми лазерами. Это лазер Maveo и лазер Triple. Оба они эффективно справиться с данной проблемой. Вам нужно будет пройти курс процедур, в среднем это 7-8 процедур с интервалом 1,5 месяца. И вы навсегда избавитесь от нежелательных, темных, жестких волос в межягодичной области. Также эти аппараты, конечно же, подойдут и для того, чтобы очистить кожу от волос на самих ягодицах. Ждем вас в нашей клинике. Ну что же нас еще там может беспокоить? Это не совсем частый запрос, но это то, о чем просят очень скромно и с переживанием. Это избавиться от пигментации в межягодичной области. Также мы встречаем пигментацию и в паховых областях. С чем она связана? Это может быть связано, например, с постоянной травматизацией кожи, механическим трением, например, нижнего белья. Мы сейчас говорим про пигментацию, например, в паховых складочках. В межягодичной области как-то с точки зрения физиологии, физиологически в этой области кожа имеет другой оттенок, более темный. И пациентам это не нравится. Хоть мы это и не видим, но эстетики хочется добиться везде и во всем. Как же помочь в данном случае? В данном случае используются процедуры фототерапии, лазерной шлифовки, и также можно использовать инъекционные препараты, которые обладают депигментирующим эффектом. Если мы говорим о менее травмирующих процедурах, это химические пилинги, только поверхностные химические пилинги. Будьте очень аккуратны с этой областью, так как вы понимаете, что область между ягодичек – это область склонна к мацерации, то есть к тому, что она практически всегда влажная. И даже при удалении новообразований ранки там заживают сложнее всего, сложнее, чем на других участках тела. Поэтому, если вам очень хочется изменить цветность этой области, обратитесь к врачу-косметологу, к врачу-дерматовенерологу, который подскажет вам секреты красоты. Существует еще один неприятный момент. Вот мы сейчас представляли с вами ситуацию, что у нас прям идеальная область под названием попа. А теперь представим о том, что у нас есть там, как нам кажется, целлюлит. Ну, это такое понятие, которое понимают каждый человек, и мужчина, и женщина, хоть и не совсем правильно понимают, но об этом в другом видео. Целлюлит, излишний вес, и это все нас беспокоит и напрягает эмоционально. Что же мы можем сделать относительно этого вопроса, если мы немножко ленивые и нам не хочется ходить в спортзал?
Можно, опять же, проводить аппаратные методики. Например, вы все знакомы с таким аппаратом, как LPG. Также существует много других вакуумных методик. Также с этой проблемой можно бороться при помощи ручного массажа. Причем именно этому массажу я пою дифирамбы. И, конечно же, если мы говорим про кабинет косметолога, то косметолог вам поможет помочь справиться с данной проблемой при помощи инъекционных методик, а точнее при помощи липолитиков. О липолитиках мы расскажем вам в другом видео. Липолитики самостоятельно, конечно, принесут вам результат, но если вы не будете соблюдать параллельно правильного питания, если вы не подключите к этому здоровый образ жизни, если вы не будете ходить 10 тысяч шагов в день, если вы не будете любить себя, ухаживать за собой в комплексе, то, к сожалению, конечно же, никакие липолитики вам не помогут. Начинайте любить себя, отражайтесь в зеркале красиво, не только спереди, но и сзади. Спасибо большое вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!